Тема 780. Мастер-классы для мужчин. Мастер-классов для женщин сейчас очень много, это и кулинария, и флористика, и шитье, и чего только нет. Для мужчин подобных курсов либо нет, либо очень мало. Писала я об одних мастер-классах в Москве в идее, мастерская на час. А почему так? Мужчинам нечем руками заняться в свободное время. Наоборот. Им то как раз нужно многое чего уметь делать в хозяйстве. Если женскую часть работы худо-бедно можно сделать, особо в этом не разбираясь, приготовить яичницу, постирать белье, помыть окна, то мужскую часть домашней работы не всякий человек сможет сделать, повесить люстру, сделать ремонт, починить кран и товарищ деревня. Еще некоторое время назад можно было заказать мужа на час, но сегодня это уже слишком дорого. В одном интервью, по-моему на Лизе Нес, мастер из службы, муж на час, сообщил, что по сравнению с прошлым годом заказов стало вдвое меньше. А люстры реже падать не стали. Значит, в то время пока муж на час испытывает недостаток заказов, владельцы квартир либо сами пытаются повесить свою люстру, либо просто ее не вешают, до лучших времен. По-моему, лучше все-таки люстру повесить. То есть пора нашим мужчинам делать мужскую работу по дому самим, а не приглашать незнакомых людей. Лично я очень сомневаюсь, что они сделают работу качественнее, чем сам хозяин. Мне делали несколько лет назад в квартире ремонт, и я насмотрелась, как нанятые люди могут работать, они даже линолеум ровно нарезать не смогли. Встречаются, конечно, среди приглашенных специалистов высококлассные мастера, но никогда не знаешь, на кого нарвешься. Раньше, в советское время, в школах были уроки труда, где мальчиков учили столярному, слесарному делу, а также работе с электричеством. Не знаю, как с этим обстоит дело в сегодняшней реальности, но в школе, где учится моя младшая дочь, мальчиков ничему не учат, в средних классах их учили вышиванию, а потом их учитель-трудовик умер и на замену ему никто не пришел. Некоторые взрослые мужчины, которые стали взрослыми лишь недавно, сегодня не умеют ни карниз повесить, ни плинтусы поставить, я не говорю уже о таких сложностях, как настроить телевизор, найти дефект в компьютере или починить стиральную машину. И если дело так пойдет и дальше, скоро они начнут менять брюки на юбки, некоторые уже меняют. Мужчины советской закалки получили необходимые навыки в советской школе, поэтому либо что-то уже умеют делать, либо не боятся учиться тому, чего еще не умеют. Мой муж в свое время научился шить на машинке, когда в стране невозможно было купить брюки, потом освоил ремонт стиральных машин и холодильников, научился работать с электричеством, постепенно осваивает содержимое компьютера, уже 2 раза мой компьютер восстанавливал. Он осваивает новые специальности даже сейчас, в эпоху капитализма, когда существует множество всяких разных услуг, тот же муж на час. А почему? Да потому что все эти наемные специалисты, которых чисто теоретически можно пригласить и не париться, на самом деле делают свою работу не настолько качественно, чтобы не хотелось после них все исправить. Но познавать такие знания самому, сложно и долго, это как SEO самому осваивать, можно потратить месяцы и годы, погубив немало сайтов, прежде чем начнешь понимать, что можно, что нельзя и что нужно делать. Если бы был готовый мастер-класс, на котором вам не только показали, что и как делать, но и рассказали, какие нужны материалы и инструменты, вы могли бы за короткий срок освоить самую необходимую для быта практику. Пусть даже за деньги, потому что это удочка, которая поможет семье сначала приукрашивать быт и экономить деньги, а затем может стать способом подработки или даже бизнеса. И польза для семьи, кстати, будет не только денежная, но и психологическая. Польза для семьи. 1. Мужчина получает дополнительный смысл своего существования в семье. Как итог, улучшение отношений с женой, ощущение гармонии. Еще один итог – меньше пьянства, бессмысленного лежания на диване, то есть улучшение физического здоровья. 2. Экономия денег для семьи. Не нужно звать никакого мужа на час и тратить нервы из-за некачественной работы приходящих мастеров. 3. Такой мужчина не пропадет, даже если его уволят с работы. Он всегда сможет кому-нибудь помочь, соседям, незнакомым людям и, соответственно, сможет подрабатывать. 4.
Такой отец сможет научить полезному ремеслу своих детей, особенно это важно для сыновей. Как следствие, укрепится связь с детьми, что вообще очень полезно для будущего. 5. Кроме того, создавать что-то своими руками – это даже просто интересно. Вы сможете сделать для себя любую мебель, сделать для своего ребенка подходящий столик для рисования, для себя – удобный органайзер для мобильной техники. 6. Создание чего-то своими руками – это не просто быт. Это может быть творчеством. А рукоделие сегодня на Западе, к примеру, признается как новый перспективный вид бизнеса, в том числе. Благодаря явлению интернета и в частности, созданию огромного рынка рукодельников, ЕЦ. Например, мужчина, делающий ящики для пива, зарабатывает на них. Смотрите на ec.com /shop Absolute Impressions чейра парентесис примерно $8300 в месяц. А польская девушка Зюзя Козерска, освоившая технологию нанесения на обычную деревянную скалку рельефных изображений, зарабатывает сегодня, в своем магазинчике ec.com /shop Великроллинг Пинч чейра парентесис по $22 000 в месяц. Много ли в России найдется предпринимателей, которые в одиночку могут вырабатывать подобный доход? Многих из нас в школьные годы настраивали на зарабатывание прежде всего головой. И только сейчас многие понимают, как им не хватает в жизни простого умения работать с деревом, железом и электричеством. А где этому умению сегодня можно научиться? Практически нигде, если только в вашем городе уже не открылись подобные курсы для взрослых мужчин. Есть, конечно, колледжи, где кое-чему вас могут научить. Но взрослых мужчин не принимают в колледжи. Кроме того, семейный мужчина вряд ли захочет тратить 3-4 года на освоение ремесла. Бывают еще соответствующие курсы при центрах занятости. Не уверена, что туда берут всех желающих, мне кажется, в основном, безработных и с обязательством потом официально трудоустроиться на выбранную специальность. И далеко не уверена в качестве подобного образования. Все подобные муниципальные и государственные курсы – наследники советской системы птушного образования, скучного, медленного и чаще всего отсталого. Будет ли спрос на подобные мастер-классы? Посмотрите статистику поисковых запросов: как повесить люстру, как сделать пол, как поклеить обои, засорился унитаз, что делать, их по несколько сотен в месяц. Если сложить все бытовые запросы россиян за год, получим несколько сотен тысяч озабоченных людей, которые не умеют делать нечто по хозяйству, но хотят этому научиться. Где организовать мастер-классы для мужчин? Можно арендовать помещение, купить необходимое оборудование и материалы. А можно сделать интереснее, обучать мужчин ремеслу в полевых условиях. Например, принять заказ на ремонт квартиры. И начать ее ремонтировать с учениками, обучая их по ходу дела необходимым навыкам. Это очень похоже на практику курсов парикмахеров, когда организатор курсов ищет желающих быть подопытными кроликами ради практического обучения начинающих парикмахеров. Подопытные кролики получают бесплатную или дешевую услугу, ученики – необходимую практику. Так и в случае ремонта квартиры. Предлагая хозяину квартиры ремонт по дешевой цене, организатор мастер-класса всегда найдет нужное помещение, практически бесплатное, с необходимыми полевыми условиями для обучения начинающих ремонтников. Аналогичную схему можно применить и с мастер-классами по ремонту автомобиля, сантехники, стиральных машин и холодильников. Подобной схемой мы будем выполнять важнейшую социальную задачу. 1. Наши мужчины за короткий срок научатся делать то, чему их не научили делать в школе. 2. Каждый мужчина нашего общества сможет чувствовать себя человеком, а не тварью диванной. 3. Обучение в полевых условиях поможет многим людям отремонтировать свою квартиру, автомобиль, стиральную машину или холодильник, по минимальной цене. 4. Количество обученных специалистов в стране возрастет, на таком поле будет отмирать всякая халтура, разгильдяйство и пьянство. На месте местного муниципалитета я бы учила специальностям мужчин бесплатно. Может быть, за это даже кормила их в столовой, как доноров, которые сдают свою кровь. Потому что в нашей стране всегда есть что отремонтировать, покрасить, почистить, на что никогда не хватает муниципальных денег. Как итог, здоровое население и красивые улицы.